Исторически город Александровск находился на левом берегу Днепра. Правый же берег Запорожья, как и левый в Киеве, стал полноценной частью города уже в советское время. Большую роль в этом сыграло строительство Днепрогэс, до создания которой на правом берегу находился лишь небольшой поселок с населением менее 1500 человек. Электростанция не только связала дамбой берега, но и привела к появлению здесь городского пространства. Среди первых был построен уже не сохранившийся американский поселок, в котором жили приглашенные специалисты. Любопытно, что для них построили коттеджи, то есть совсем не ту архитектуру, которая была для своих в рамках строительства новой жизни и нового быта. Несмотря на то, что американский поселок не сохранился, остался ряд других зданий, среди которых управление Днепровской электроэнергетической системы. Изначально это здание строилось для управления главного инженера Днепростроя. Оно было построено в стиле конструктивизма, но во время войны было сильно повреждено. В послевоенное время оно было перестроено архитектором Орловым в духе сталинской неоклассики и обзавелось угловой башенкой. После войны рядом было построено административное здание Днепрогэс. Фасады его облицованы армянским туфом, точно так же, как машинный зал Днепрогэс, а также поликлиника и общежитие в соцгороде. То есть дома 50-х годов облицовывают туфом, как дань тем, которые были построены в 30-х годах. Более того, говорят, что архитекторы машинного зала Днепрогэса очень негодовали, узнав про эту облицовку. Рядом, на месте бывшей фабрики кухни, было построено монументальное здание Дома культуры энергетиков по проекту архитекторки Орловой и архитектора Алферова. Все это сооружалось как часть инфраструктуры при ГЭС. На правом берегу Запорожья сформировался 4-й поселок. Главной магистралью 4-го поселка является бульвар Винтера. Любопытен он тем, что бульвара как такового здесь нет. Дорога не разделена зеленой полосой. Ввиду рельефа он застроен только с одной стороны. По другую сторону находятся исключительно зеленые насаждения, что действительно добавляет этой улице некоторой бульварности. Односторонняя застройка создает совсем другие градостроительные условия, ведь есть перспектива для восприятия зданий с расстояния, поэтому здесь сооружаются парадные дома с башенками и декорациями. В 4-м поселке мы можем встретить как постконструктивизм, так и архитектуру 50-х годов. Ансамблевость присутствует в обоих случаях. 50-е годы отличаются богатым декором, который уже к этому моменту стал типовым и начал производиться уже в заводских условиях. То есть это все уже бетонное и изготовленное индустриально. К западу от 4-го поселка находится поселок трансформаторного завода, один из первых построенных в Запорожье после войны. Проектирование и строительство поселка началось в 1947 году, одновременно с самим заводом. Первыми были построены коттеджи, за которыми шли уже многоквартирные дома. Поскольку поселок был заранее распланирован, то все коммуникации и дороги были проложены до, а не после строительства домов, что значительно облегчило ход работ. Почти весь поселок построен по типовым проектам, которые применены в большом множестве и с большим пониманием. Здесь можно встретить массовые типовые серии, в первую очередь 228-ю серию. Интересный художественный прием – сочетание красного кирпича с силикатным. Этот прием характерен для Восточной Украины. Красный кирпич используется для сандриков, карнизов, декоративных розеток и также для рустовки углов. То есть цвет кирпича – одна из форм выразительности архитектуры. Перспективу улицы Минской завершает здание школы номер 58, построенной по еще довоенному проекту архитектора Ваверовского. Доминантная роль здания в пространстве подчеркивается башенкой со шпилем, совершенно нехарактерным элементом для школьного строительства. Сейчас фасад школы плохо виден за рядом крупных деревьев. Таких деревьев хватает во всем поселке, и их возраст больше, чем возраст домов. Чтобы получить тенистую крону, здесь сажали не саженцы, а окрепшие деревья в возрасте 4-6 лет. Для их транспортировки использовали раздвижные корзины, а садили их с помощью кранов. Здание гидротехникума единственное во всем поселке, построено не по типовому, а по индивидуальному проекту. Обычному среднему учебному заведению
придан облик парадного дворца. Щедро применены мощные архитектурные средства. Парадная лестница с монументальными фонарями, мощный шестиколонный портик с фронтоном, украшенным гербом техникума. Но наиболее выразительный элемент здания – это вертикальный акцент в виде башни, роднящий здание техникума с американскими университетами начала XX века. На острове Хортица, на территории, расположенной непосредственно напротив заводского поселка, в начале 50-х был построен пионерский лагерь «Чайка». Расположенный на живописном склоне, он представляет собой целостный архитектурный ансамбль, стильный и богато оформленный. Здесь мы можем встретить декоративную плитку, колоннады, полихромный декор и прочие излишества. Даже второстепенные здания здесь богато оформлены, что сразу говорит нам о том, что строится первоклассный пионерский лагерь. Сегодня архитектур проходил в Запорожье, по правому берегу и острову Хортица.